Здравствуйте! Вот и настали долгожданные теплые дни в Петербурге, и вслед за теплом полетели вопросы, можно ли оперироваться летом. Честно говоря, мне сложно сказать, откуда появился этот миф и чем лето так провинилось, что возникли страхи об операции в летнее время года. Могу предположить, всему виной боязнь вспотеть, находясь в компрессионном белье, скажем, после мамопластики или абдоминопластики. Да, конечно, сильно спорить не буду, все действительно так. Чтобы шов хорошо зажил, ему нужна сухая обстановка. Но никто не задумывался о том, что зимой, когда холодно, мы тепло одеваемся, выходим на улицу, нам комфортно, но потом в этой же одежде садимся в машину, заходим в теплое помещение и начинаем потеть не меньше, чем летом. Поэтому я бы сказал, что это спорный вопрос, что лучше для швов – легкое платье или теплая шуба. Да и потом мы живем в век высоких технологий, и кондиционером уже никого не удивить. Так что даже самым жарким летом очень жарко точно не будет. Вторая причина, отпугивающая от операции в летнее время, это, по всей видимости, синяки и отеки, а тут солнце и страх пигментации. Тоже верно, и в этот раз все так и есть. От солнца нужно будет обязательно прятаться, особенно первые 4-5 недель после операции. Носить головные уборы с широкими полями и кепки, если мы, например, сделали ринопластику или омолаживающую операцию. А также пользоваться солнцезащитным кремом с фактором не менее 50. Сейчас много информации о вреде для кожи прямых солнечных лучей, поэтому эти меры защиты от солнца и так активно используются в обычной жизни, вне зависимости от того, делали ли вы операцию или нет. Те, кто давно подписан на мой канал, знают, что я не сторонник солнечных загаров и не раз уже поднимал эту тему, поэтому берегите себя в любом случае. Также в защиту летних операций хочу добавить, что в нашей северной столице совсем уж жарко бывает крайне редко. И все эти страхи точно не про наш регион. К слову сказать, Бразилия, где солнечных дней намного больше, чем в Петербурге, является лидером по количеству выполняемых пластических операций. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что нужно оперироваться тогда, когда вам удобно. Например, вы можете взять на работе отпуск только летом. Или у вас есть дети, которых только летом можно отправить в лагерь или с бабушкой на море, а освободившееся время посвятить себе, в нашем случае, это реабилитации. Так что, если вы запланировали операцию на лето, то просто правильно к ней подготовьтесь. И все. А для этого подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и задавайте вопросы. До новых встреч!